С Новым годом! Всем привет! Кировоград, Николаев, Крапивницкий, Николаев трасса. Бетонка знаменитая. Заезжаем в Николаевскую область и проинспектируем дорогу Н14, которая уже, по идее, отремонтирована. Ремонтников не видим. Ну, последнее видео по этой дороге мы делали, там, где через неделю после нас она должна была открыться. Николаевская область, и пошла бетонка. Новая бетонная дорога, именно новая, потому что на этом месте дороги не было. Практически каждый год мы в эту сторону ездили на море, и на этом участке мы теряли, можно сказать, пол своей жизни. 300 километров мы на море добирались около 6-8 часов. Сейчас вот дорога новая, открыли ее, Альгополь пошел, и мы не узнаем, куда мы едем. Ну, как бы ездили мы много, видели, как ее ремонтировали, но мы ездили вон теми путями, где объездными. А это все было закрыто для того, чтобы движение не мешало. Грязь осталась. Ремонту. Вон туда. Сейчас вот едем мы уже Отлично. по нормальному покрытию, без задержки по времени, надеюсь. Пока не проеду, не поверю. Кто-то уже в знак врезался, вот эти все дела, люди пока не привыкли к этим всем вот знакам, то кто-то там и зашуровал знак уже. Посередине. Ну, грязная дорога, грязь на бетонном покрытии, может, это уберется, я не знаю. Но само покрытие нормальное. Новое покрытие, бетонная разметка. В общем-то, все есть. Заработали кафешки, как видите, магазины люди пооткрывали, а уже шло к тому, что села вот эти проездные, люди, в которых жили раньше за счет трассы. Потом, когда здесь прекратилось полностью, ну, наверное, на 90% движения, потому что было бездорожье. Вот как поле, так и тут была дорога. Не было покрытия вообще. Сейчас люди возобновляют такой вот небольшой бизнес. Кормят проезжающих водителей. Продают кое-что. Отлично. Отбойники. Сразу, конечно, тут заметен минус, что, ну, наверное, нужно в нашей стране дороги уже делать пошире, расширять, потому что машин много, но не все сразу. Хотя бы так. Это, конечно, можно сказать, какое там чудо света в Украине. 8-е чудо света, что именно эта дорога сделана, она сделана полностью с нуля. Потому что покрытия здесь не было. На карте дорога была, а в реальности ее не было. Сейчас вот едем, и все отлично. Ну, видишь, тут шире вот идет, расширяется местами. Ну, есть Можно моменты, где перекрестки, обогнать. где... Ну, да. В общем-то, вот этот участок от границы Николаевской области и Кировоградской и до Васияцкого, ну, очень долго делался. Вот я не знаю, или мы просто чаще в это время ездили сюда. До Васияцкого бетонку от Николаева застелили, как по мне, очень быстро. Васияцкая, а вот именно Николаевская область, знак, и Васияцкая, вот этого участка не было, и очень долго его как бы ремонтировали. Покрытие на нем было, в отличие от дороги вот за Васияцком. За Васияцком не было покрытия вообще, за Васияцким. От знака до Васияцкого покрытие было, скорее всего, может, из-за того, что процесс дольше, из-за того, что снимали старое покрытие, там старый асфальт был, ну, весь в ямах, который, ну, 30 лет назад, наверное, стелился, а то и дольше, то и больше. Ну, вот, посмотрите, едем в село. Так дорога должна выглядеть в селе, в украинском.
И почему здесь постелили бетонку? Потому что вот виновники торжества всего этого, вот эти вот фуры, которые возят грузы, перегрузы. Ну, сообщение автомобильное, это должно быть, грузы должны возиться в любом случае, потому что без этого никуда. И фуры должны ходить по дорогам. Но опять же, дороги должны соответствовать, и тоннаж также должен соответствовать. Если будут возить опять перегрузы страшнейшие, то я думаю, ну и эта бетонка со временем выйдет из строя. Хотя ничего вечного нету, но смотрим. Когда шел ремонт вот того участка, теряли мы также, в зависимости как попадешь. Едем, если в эту сторону пускали по одной стороне машины, то в одну сторону, в другую сторону стоят, ждут. То можно было ждать наверное, от часа, по максимуму, наверное, час, где-то можно было потерять именно ожидание, пока откроют движение по одной стороне. Сейчас все свободно, мы едем, ничего нас не сдерживает. Если мы тогда управлялись где-то 300 с лишним километров опять же, за 3 с лишним часа, то я думаю, сейчас без всякого напряга можно до моря добраться из центра Украины, за 3 часа смело. До Коблева, ближайшая, можно сказать, точка. 3 часа и вы на море. Теперь на море можно ездить в выходной день. В субботу утром выехал, свозил ребенка на море, искупались. В воскресенье вечером ты смело можешь ехать назад. Ничего тебе не помешает, ни дождь, ни снег, потому что покрытие есть. Раньше опасно было ехать даже летом в сторону моря в дождь, потому что были такие ямы, что просто можно было туда машиной заехать, и утопить машину. Самому утонуть или нет, наверное, нет, но такие были ямы, что машина туда помещалась. Очень много фотографий есть в интернете знаменитой вот этой дороги Н14, которая была в ужаснейшем состоянии, где люди заезжают в яму и одна крыша видна. Даже микроавтобусом мы заезжали, крыша только видна была из ямы. Иногда, да, приходилось сдавать назад, посмотреть, куда бы все-таки проехать, да, помнишь? И потом если объезжали. не было вообще покрытия, было да, просто ямы, очень большие ямы. Проселочная дорога, и то было лучше, потому что фуры постарались, пораздавливали все. Многие, кстати, там полями и ехали. Многие машины по сухой погоде ехали не по дороге, а полями. Было проще проехать. В общем-то, всю эту часть мы вам уже показывали. За Васияцким до Николаева едешь, главное не уснуть. Бетонка сама по себе шумнее дорога, чем асфальтное покрытие. Стыки есть. Стыки, кстати, кто там спрашивает, зачем. Это тепловые зазоры. Вот эта плита монолитная, залитая, она также имеет расширение при нагреве. И чтобы не было стыковки плит и разлома, остаются вот эти тепловые зазоры, оставляют. В холодную погоду их слышно больше, как на железной, в общем-то, дороге. Рельсы почему не стыкуются, тепловой зазор остается. Поезд едет и стучит колесами именно в этих тепловых зазорах. Так и здесь. В холодную погоду они чуть шире, колеса слышны, но не критично, вообще не критично. Но по гладкому асфальту автомобиль идет тише, по бетонке автомобиль идет чуть-чуть слышнее колеса, шумнее. Куры ходят, конечно, по дорогам, надо что-то делать, какие-то отбойники от кур. Чуть курицу не задавил. Так, у тебя же глаза есть. А так, все отлично. Дорога к морю есть, это очень классно. За наши налоги сделаны дороги, вот они наконец-то появились. Мы дождались этого, а ждали, очень долго. Можно сказать, что в эту сторону дороги уже много лет не было. Пишите комментарии свои обязательно под видео. Можно ехать, показали вам, а вам уже решать когда. Кстати, мы едем на море, 7 градусов тепла, погода нормальная.
4 января. 4 января едем на море, будем купаться, загорать, дышать свежим воздухом. Следующее видео выйдет, Как Рома дышит свежим воздухом. как Света дышит свежим воздухом и как я по волнам плыву на Черном море в Южном. Кстати, можно уже рассматривать жилье для покупки в той стороне, потому что вы опять же можете ехать. Можете ехать нормально. И можете быстро приехать, и можете быстро оттуда уехать домой. Все благодаря появившимся дорогам. Мы купили квартиру в Южном. Видео смотрите, кому интересно. Также, кто рассматривает эту тему, очень классная тема. Всем удачи и до следующих видео.